Привет, YouTube. Наверное, все сталкивались с ситуацией, когда приезжаешь на шиномонтаж, а болты, неважно какие, даже секретки, закручивают гайковертом ударным. Вот, похоже, у меня та же самая ситуация произошла, не досмотрел. В итоге при откручивании самостоятельно сломалась секретка. Купил новую секретку оригинальную, но, к сожалению, эту ситуацию не спасло, потому что шлицы на болте уже немножко заживало и, в общем, тупо прокручивает. Вот. Что делать? Стал изучать просторы интернета, но и пришел к мысли, что, наверное, самым простым будет вариант взять кусок арматуры потолще и приварить его к болту с секреткой. Подготавливаю арматуру болгаркой, делаю что-то вроде скоса для того, чтобы было проще приварить. Поскольку полуавтоматом я до этого не особо пользовался, то беру кусок ненужной трубы и практикуюсь. Ну, соответственно, если не уверены, то вам также рекомендую попрактиковаться сперва на чем-то, чего не жалко. Получаю спустя время вот такой результат. Считаю, что более-менее для первого раза сойдет. Ну и можно переходить уже к практике на машине. Ну, сразу скажу, что нужно защитить краску. Для этого я использовал малярный скотч. И надо подготовить сразу, чем охлаждать. В моем случае это просто пшикалка, пульверизатор с водой. Сперва делаю точки на секретке, далее пытаюсь приварить уже саму арматуру. Потихоньку, прихватками, в такие короткие заходы делаю, чтобы сильно не разогреть и не повредить краску. Тут вы увидите первую попытку открутить с помощью разводного ключа. В результате оказался вообще прикол, что ключ поломался, ну и отломалась сама арматура. Далее повторно укрываю все, защищаю малярным скотчем. Ну и поскольку ключа уже у меня нету, то приварил кусок трубы к арматуриной в качестве воротка. Ну и начинаю всю процедуру заново. Благо здесь уже есть чуть больше металла, за который прихватиться, и процесс идет быстрее. И повторюсь, что обязательно иметь под рукой распылитель с водой, чтобы в любой момент огонь, если там начнется, то его как-то притушивать. Потому что меньше всего хочется в этом процессе как-то повредить диски. Итого, все, подходим к финалу. Самый ответственный момент, ура, и секретка поддается. Теперь осталось только снять малярный скотч и убедиться, что с диском ничего не произошло и краска никак не пострадала. Что, в принципе, оказывается ровно так. То есть, к счастью, все чистенько и все хорошо. Но на этом видео не заканчивается. Впереди еще один диск. Здесь, к счастью, процесс идет сильно быстрее, потому что технология уже понятна и более управляема. То есть, начиная опять с того, что все закрываю малярным скотчем для того, чтобы защитить краску. Ну и дальше начинаю наплавлять металл на саму секретку. Опять точками, опять не спеша, опять сбрызгивая водой, чтобы не перегревать пространство вокруг секретки и не попортить краску. Пока вы смотрите видео, расскажу, что на просторах интернета достаточно много я посмотрел роликов, как люди решают подобные задачи. Наверное, из альтернативного варианта это попробовать на секретку кувалдочкой набить головку от ключа и попытаться таким образом свернуть. Но с учетом того, как все тяжело идет, с каким усилием откручивается, я вот по прошествии вот этой работы, ну, не могу с точностью сказать, что этот механизм бы сработал. То есть, мне кажется, для тяжелых случаев, как вот здесь,
сварка, наверное, один из единственных рабочих вариантов. Ну, оставим лирику и переходим к кульминации. Вот я пытаюсь открутить вторую секретку, и происходит эпичный фейл. Но ничего, продолжаю попытки, снова свариваю, снова все пытаюсь сделать максимально прочно, чтобы в этот раз выкрутилось наверняка. По сути говоря, если вот сделал уже пару таких манипуляций, то в целом можно сказать, что дело не сильно сложное и даже не муторное. Просто вопрос привычки и как бы поймать момент, когда действительно можно переходить уже к срыву, не пытаться раньше времени. Ну и вот этот торжественный момент, и вторая секретка тоже поддается. Вывод из этого: когда посещаете шиномонтаж, обязательно следите, чтобы секретки не закручивали с помощью ударного инструмента. Ну и второй вывод, то что если долго мучиться, обязательно результат будет. Подписывайтесь на канал, и всем спасибо, кто посмотрел.